Всем привет, с вами Светлана. Для всех, кто собирается переходить в Болгарию, потребуется вид на жительство. Какие существуют основания и что для этого необходимо, вы узнаете из этого видео. А также в этом видео вы найдете ответы на все ваши вопросы. Проще и быстрее всего получить гражданство Болгарии по происхождению. Для этого подготавливается пакет документов, в том числе доказывающих ваше болгарское происхождение. Далее получение специальной визы D, после этого получение карты ПМЖ. И на заключительном этапе получение удостоверения о гражданстве Болгарии. А что делать тем, у кого нет болгарских корней? Не беспокойтесь, мы подробно рассмотрим этот вариант. Что такое ВНЖ? ВНЖ или вид на жительство – это разрешение на пребывание в стране Болгария. Здесь это личная карта, которая выдается иностранцу. Эта карта дает право на пребывание в стране в рамках ее действия. Свободное пересечение границы Болгарии. Она выдается сроком на 6 или 12 месяцев. После получения вида на жительство вы сможете находиться в Болгарии в течение срока действия карты с неограниченной возможностью выезда и въезда. Бесплатно устроить вашего ребенка в детский сад или школу, обучаться в вузе на платной основе, купить авто на фирму или торговое представительство, открыть собственный бизнес, пригласить к себе других лиц. Как получить статус ВНЖ? Процедура оформления ВНЖ или разрешения на пребывание в Болгарии состоит из двух процедур. Это подготовка и подача документов для визы D в посольство Болгарии в стране вашего гражданства, въезд в страну по визе D и само оформление в миграционной службе по месту вашего проживания. Какие есть варианты для получения ВНЖ? В законе Республики Болгария об иностранцах прописано несколько оснований. Брак с гражданином Болгарии, гражданином страны ЕС или иностранцем, который уже обладает этим разрешением. По трудовому контракту. Обучение в болгарском вузе на очной форме обучения через покупку недвижимости. Получение так называемой синей карты. Ее, как правило, выдают высококвалифицированным сотрудникам. Инвестиции. Владеть как минимум 51% акций болгарской фирмы, которая инвестировала в болгарское недвижимое имущество сумму от 300 тысяч евро. По программе «Обеспеченный пенсионер» иностранцы, получившие право на пенсию, неважно на каком основании, и имеющие на счету в болгарском банке сумму не менее 3000 евро, а также обеспеченным жильем, собственным или арендованным, имеет право на оформление ВНЖ. Лечение, если вы имеете справки о состоянии здоровья и согласовали с врачом одной из болгарских больниц план лечения, то можете рассчитывать на получение вида на жительство при условии, что вы нуждаетесь в длительном лечении, а также по торговому представительству иностранной компании. Это один из самых распространенных способов легализации в Болгарии. Какие документы нужны для оформления ВНЖ в Болгарии? На сегодня пока остается самым оптимальным вариантом через торговое представительство. Но в ближайшее время ожидаем изменения в законодательстве и ужесточения норм по этому основанию. Основными документами практически для всех оснований являются справка о несудимости, выданная страной гражданства, справка из болгарского банка о наличии необходимой суммы на вашем счету, доказательство наличия жилья – это или собственное, или договор аренды, медстраховка. Остальные документы в зависимости от основания. Какая сумма должна быть на счету для получения вида на жительство? Согласно требованиям действующего законодательства для визы D, сумма на счету в болгарском банке должна быть не менее 6 минимальных зарплат или минимальных пенсий для пенсионеров. На сегодня это суммы 5598 лев и 3480 лев соответственно. После въезда по визе D и при подаче документов в миграцию для получения разрешения сумма на счету потребуется в 2 раза больше. Какая пенсия нужна для получения ВНЖ в Болгарии? Если пенсия иностранца не менее минимальной пенсии в Болгарии, то проблем с получением статуса не возникает. Если же ее размер меньше, то можно показать на вашем банковском счету большую сумму, и тоже отказа быть не должно. Можно ли получить ВНЖ в Болгарии, купив недвижимость? Да, можно. В законе об иностранцах прописана норма, согласно которой иностранец, приобретая недвижимость на сумму не менее 600 тысяч лев, может претендовать на получение продолжительного пребывания в стране. Причем это могут быть апартаменты, вилла, паркоместо, гараж.
Можно ли с ВНЖ в Болгарии работать в Болгарии или в других странах Европы? Если статус ВНЖ в Болгарии оформлен через трудовой контракт или по синей карте, то это и подразумевает официальную трудовую деятельность. В этих обстоятельствах иностранцу необходимо предварительно получить разрешение на работу. В остальных случаях статус ВНЖ не дает права официального трудоустройства. Какие права дает ВНЖ в Болгарии? В соответствии с этим статусом права достаточно узкие. По многим основаниям не разрешается официально трудоустроиться по трудовому договору. Помимо того, что у иностранца есть право находиться в Болгарии и пересекать границу, можно также открыть и зарегистрировать болгарскую коммерческую компанию, устроить детей в школу или детский сад. Проще оперировать в банках со счетами и транзакциями. Кроме того, есть положительные моменты с передвижением в шенгенском пространстве. Какие страны можно посещать с ПМЖ или ВНЖ Болгарии? В связи с принятием Болгарии в список стран шенгенского пространства внутри между этими странами обладатели вышеперечисленных болгарских статусов смогут свободно перемещаться. Сколько стоит оформить ВНЖ в Болгарии? В этом вопросе многое зависит от того, по какому основанию вы претендуете на разрешение. Если у вас нет счета в болгарском банке и нет своей недвижимости, вы не пенсионер, то примерные расходы начинаются от 3000 евро. Для пенсионеров эта сумма значительно меньше, примерно от 1500 евро, то есть в 2 раза меньше. Но надо, конечно же, рассматривать каждый конкретный случай. Чем отличается ВНЖ от ПМЖ в Болгарии? Что такое ПМЖ? Что дает ПМЖ в Болгарии для иностранцев? ВНЖ – разрешение на пребывание в стране, временный статус, дающий право пребывать в Болгарии, осуществлять бизнес-деятельность, жить, растить детей, то есть при перемещении центра жизненных интересов никаких проблем нет. Этот статус требует ежегодного подтверждения на протяжении 5 лет. ПМЖ или постоянное пребывание в Болгарии – статус бессрочный. Получив его однажды и соблюдая требования о нахождении в стране и пересечении границы, действует до конца жизни. Для получения ПМЖ необходимо находиться в Болгарии 5 лет со статусом ВНЖ, но при этом можно отсутствовать до половины этого срока. Причем продолжительность каждого периода отсутствия не регламентируется. Плюсом ПМЖ можно отнести продление болгарской личной карты лишь 1 раз в 5 лет. Право официально работать по трудовому договору или гражданскому, оформлять авто на физическое лицо, получение медпомощи из здравной кассы. То есть иностранец обладает всеми правами и обязанностями, что и гражданин Болгарии, за исключением права участвовать в голосовании и служить в вооруженных силах. Сколько можно отсутствовать в Болгарии по ПМЖ? Проще сказать так, чтобы не потерять статус ПМЖ и миграционная служба его не аннулировала, человеку необходимо не менее 1 раза в год пересекать границу Болгарии и приезжать хотя бы на 1 день. То есть за последние 12 месяцев на контрольную дату человек должен хотя бы раз пересечь границу Болгарии. ДВЖ или ПМЖ в Болгарии, в чем разница? ПМЖ – статус сугубо болгарский, а ДВЖ расшифровывается как долгосрочный вид на жительство, общеевропейский. Оба статуса являются постоянными, об этом недвусмысленно говорится в болгарском законе об иностранцах. Права иностранные граждане с обоими статусами получают одинаковые. Но имеются различия в этих статусах. Например, если студенты с ПМЖ платят за обучение в вузах столько же, сколько и болгарские граждане, то студентам с ДВЖ нередко приходится платить по более высокой ставке для иностранцев. Однако студенты, имеющие ПМЖ, с подобными проблемами не сталкиваются никогда и могут выбирать любое учебное заведение. С другой стороны, статус ДВЖ облегчает своим обладателям получение вида на жительство в других странах ЕС. Для этого необходимо, чтобы в законах выбранного государства такая возможность была предусмотрена. Сколько лет нужно прожить в Болгарии, чтобы получить гражданство по натурализации? По натурализации иностранцу необходимо прожить не менее 10 лет в Болгарии, 5 лет в статусе ВНЖ и 5 лет в статусе ПМЖ. После этого у человека есть право подать документы на получение болгарского гражданства. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!